Сегодня в Украине работают 4 атомных электростанции. Самой мощной из них является Запорожская АЭС. Она крупнейшая атомная электростанция в Европе и третья по мощности в мире – 6000 мегаватт и 6 энергоблоков. Второй по мощности является канадская АЭС Брюс Пауэр в провинции Онтарио на озере Гурон. На ней установлено 8 ядерных реакторов. Их общая установленная мощность – 6232 мегаватта. Первая по мощности – японская АЭС Кащивазаки-Карива. АЭС расположена в префектуре Ниигата на западном побережье Хансю. Станция состоит из 7 энергоблоков. Ее мощность – 8212 мегаватт. Совсем недавно тройка лидеров выглядела по-другому. Первые 2 места занимали японский АЭС Кащивазаки-Карива и Фукусима. После аварии на Фукусиме Запорожская АЭС на некоторое время стала второй в мире по мощности, но потом на 3-е место Запорожскую АЭС подвинула канадская, где нарастили мощность после реконструкции. Далее 10 фактов о Запорожской АЭС. Факт номер 1. Решение о строительстве Запорожской атомной электростанции по унифицированному проекту атомных электростанций с реакторами типа ВВР-1000 было принято Советом министров СССР в 1977 году. В 1979 началось строительство Запорожской АЭС. В 1980-м утвержден технический проект строительства первой очереди Запорожской АЭС в составе 4 энергоблоков. 1 апреля 1980-го уложен первый кубометр бетона в фундамент реакторного отделения энергоблока номер 1 Запорожской атомной электростанции. Именно с этого момента начался отсчет истории строительства, а затем и эксплуатации Запорожской атомной электростанции. 2. ВВР-1000 расшифровывается как водо-водяной энергетический реактор. Это ядерный реактор с номинальной электрической мощностью 1000 мегаватт, тепловой 3000 мегаватт. Именно такие реакторы работают на ЗАЭС. Первым энергоблоком с реактором ВВР-1000 стал 5-й блок Нововоронежской АЭС, реакторная установка В-187. Запущенной в мае 1980-го. Все энергоблоки ЗАЭС однотипны. Реактор ВВР-1000 производства Ижорских заводов, турбина Турбоатом и генератор объединения Электросила. До 2011 года все ядерное топливо поставлялось из России компанией Twell. Сейчас большую часть топлива для АЭС поставляет компания Westinghouse. 3. В 1981 году началось поэтапное сооружение энергоблоков станции. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию 4 энергоблока. В 1988 был принят проект расширения станции, предусматривающий строительство еще 2 энергоблоков с аналогичными реакторами. В августе 1989 года был подключен к сети энергоблок номер 5. Пуск 6-го энергоблока планировался в 1990 году, и он был практически готов к сдаче. Но из-за объявленного моратория на строительство и ввод новых мощностей АЭС в Украине его не успели пустить в намеченный срок, и строительство блока было остановлено до 1993 года, когда был отменен мораторий. С момента ввода в эксплуатацию 6-го блока в 1996 году Запорожская атомная станция стала крупнейшей атомной станцией в Европе и 3-й в мире. Сейчас на станции работает около 11 тысяч сотрудников. 4. Рядом с Запорожской атомной станцией находится Запорожская ГРЭС, самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 мегаватт. Расположена у города Энергодар Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Она входит в ПАО ДТЭК Днепроэнерго. Станция построена по идентичному проекту с Углегорской ТЭС. Первая очередь из 4 энергоблоков, работающих на угле, и вторая очередь из 3 энергоблоков, работающих на газе. Строительство Запорожской ГРЭС началось в 1970 году и велось скоростными методами. Первая очередь станции общей мощностью 1200 мегаватт
была введена в эксплуатацию в 1972 году. Она включала в себя 4 пылеугольных блока с однокорпусными котлами. Первый блок введен в строй 25 ноября, второй блок через 20 дней, третий – 31 декабря. Вторая очередь станции, 3 блока по 800 мегаватт на газо-мазутном топливе, была введена в эксплуатацию в 1977 году. 5. Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Будущий Энергодар был основан 12 июня 1970 года с началом строительства Запорожской ГРЭС. 23 ноября 1972 года небольшой поселок получил название Энергодар. Во время строительства ГРЭС поселок быстрыми темпами развивался. В 1971 году были открыты школа и детский сад. В 1972 торговый центр, почтовое отделение и кинотеатр. В 1974 закончилось строительство больничного комплекса, больница, поликлиника и водогрязелечебница. В лесу был разбит городской парк. Так как город был построен на песчаном берегу Каховского водохранилища, то для озеленения пришлось завозить чернозем. Полив осуществлялся речной водой. В данный момент население города составляет около 54 тысяч человек. 6. 20 ноября 1992 года впервые в пределах бывшего СССР введен в действие полномасштабный тренажер для обучения оперативного персонала атомной электростанции. 15 февраля 1993 создан учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Он представляет собой аналог блочного щита управления энергоблока номер 5 Запорожской атомной электростанции. На полномасштабном тренажере проходит обучение весь оперативный состав блочных щитов управления. Здесь проводятся учебно-тренировочные занятия, противоаварийные, индивидуальные, а также внеплановые тренировки оперативного персонала. 7. Высокая радиационная безопасность ЗАЭС достигнута за счет использования принципа глубокоэшелонированной защиты. Радиоактивные вещества удерживаются внутри последовательно расположенных физических барьеров. В ядерном реакторе типа ВВР обычная некипящая вода является замедлителем нейтронов и теплоносителем и находится под высоким давлением 16 мегапаскалей. Реактор работает по системе двухконтурной ядерно-энергетической установки. Строительство реакторных отделений велось с учетом повышенных требований. Корпуса реакторов изготовлены из высокопрочной хромомолибденовой стали, обладающей высокой теплоустойчивостью и радиационной стойкостью. Все внутрикорпусные устройства сделаны таким образом, что при необходимости они могут быть быстро демонтированы и заменены. Конструкции реакторных отделений обладают высокой степенью сейсмостойкости и рассчитаны на удар падающего самолета. В проектах конструкций учтены возможные воздействия экстремальных атмосферных и климатических нагрузок. 8. Запорожская АЭС, первой из атомных электростанций Украины с реактором типа ВВР, создала на своей площадке сухое хранилище отработавшего ядерного топлива «Схаят». Решение о его строительстве было принято в условиях, когда в начале 90-х годов стало невозможно вывозить отработавшее ядерное топливо в Россию, и, соответственно, на энергоблоках ЗАЭС начало резко сокращаться количество свободных мест для его хранения. Сложилась угроза остановки станции в обозримой перспективе. В такой обстановке Запорожская АЭС объявила международный конкурс на лучший проект временного хранилища отработавшего топлива. После тщательного анализа комиссия выбрала проект, основанный на технологии сухого вентилируемого контейнерного хранения, разработанный американскими компаниями Sierra Nuclear Corporation и Duke Engineering and Services. «Схаят» представляет собой специальную бетонную площадку хранения размером 64 на 186 метров, на которой размещены контейнеры с отработавшим ядерным топливом. Каждый контейнер состоит из двух компонентов – внутреннего – многоместная корзина хранения и внешнего – вентилируемого бетонного контейнера. Контейнеры обеспечивают сухое, герметичное и безопасное хранение топливных сборок. Хранилище рассчитано на 380 контейнеров, в
которых можно разместить 9000 сборок с отработавшим ядерным топливом. Оно сможет принять отработавшее топливо Запорожской АЭС за весь период ее эксплуатации. При этом здесь будет храниться только топливо с энергоблоков ЗАЭС, как это оговорено в требованиях лицензии. Благодаря СХАЯТ отработавшее ядерное топливо ЗАЭС сможет храниться в течение 50 лет, до времени его дальнейшей переработки или захоронения. 9. Каждый из энергоблоков с реакторами типа ВВР-1000, введенных в строй на ЗАЭС, рассчитан на проектный срок эксплуатации, равный 30 лет. На украинских атомных электростанциях, в том числе и на Запорожской АЭС, работа по продлению срока эксплуатации энергоблоков выполняется в соответствии с международными стандартами МАГАТЭ и с учетом всех требований Госатомрегулирования Украины. Уже сейчас срок службы с 1 по 4 блок продлен на 10 лет, с 2025 по 2028 соответственно. Ведутся работы по продлению срока эксплуатации 5 и 6 энергоблоков. Вывод же из эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС намечен от 2030, это первый энергоблок, до 2041, блок номер 4. 10. Ежегодно в пределах зоны наблюдения Запорожской АЭС, 30-километровая зона, отбирается несколько тысяч проб, характеризующих приземное состояние воздуха, поверхностных вод, компонентов наземных и водных экосистем. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пределах зоны наблюдения ЗАЭС, то есть в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС, в течение периода эксплуатации станции находилась на уровне значений, характерных для природного радиационного фона данной местности. Основными источниками формирования дозовых нагрузок на население, проживающее в пределах зоны наблюдения ЗАЭС, 30-километровая зона, являются естественные радионуклиды калий-40, уран-238, торий-232 и продукты их распада, содержащиеся в почве и подстилающих породах, а также искусственные радионуклиды стронций-90 и цезий-137 глобальных выпадений и чернобыльского происхождения. Реальные дозовые нагрузки на население в зоне наблюдения ЗАЭС находятся в пределах норм, которые введены в действие в Украине в 1998 году. Запорожская АЭС генерирует в объединенную энергетическую систему почти 40% всей электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями Украины, и 1/5 часть от общего производства электроэнергии в стране.